1 декабря 1981 года авиалайнер Макдональд Дуглас МД-81 авиакомпании Айнекс Адрия Авиапромет выполнял чартерный рейс 1308 по маршруту Любляна-Аячо. «22 октября 1981 года авиакомпания Айнекс отправила заявку с просьбой дать санкцию на выполнение чартерного рейса 1308 из Любляны, Словения, в Аячо, Франция и обратно, назначенного на 1 декабря. Фрахтователем была туристическая компания «Компас», а самолетом, согласно условиям заявки, был Макдональд Дуглас DC-9 с пассажировместимостью 135 мест. 16 ноября решением Генеральной дирекции гражданской авиации это разрешение было выдано. Но затем для выполнения рейса 1308 авиакомпания решила использовать новый и более вместительный самолет Макдональд Дуглас МД-81. К первоначально указанным к заявке 130 пассажирам на борт дополнительно сели еще 43 пассажира, которые являлись сотрудниками авиакомпании Айнекс и туристической компании «Компас». Экипаж рейса 1308 состоял из 7 человек: командир, второй пилот, 4 бортпроводника и авиатехник. Таким образом, фактически на борту самолета находились 180 человек. В 7 часов 41 минуту утра по местному времени рейс 1308 вылетел из аэропорта Любляны и после набора высоты занял крейсерскую высоту 10 050 метров. При этом в работе систем не было никаких серьезных отклонений. В 8 часов 8 минут лайнер находился в воздушном пространстве Италии, когда авиадиспетчер в Падуе связался с коллегой в Аячо и запросил фактическую метеосводку. В аэропорту Аячо в это время дул юго-западный умеренный ветер, а небо покрывали облака. Когда экипаж получил метеосводку, то принял решение выполнять посадку на взлетно-посадочную полосу номер 3. При этом командир уточнил, что если ветер усилится, то они сделают полет по кругу для осмотра. В 8 часов 28 минут рейс 1308 вошел в зону диспетчерского центра в Риме, и пилоты получили разрешение снижаться до высоты 8250 метров. Экипаж уточнил, обязаны ли они сейчас выполнять снижение, на что получили отрицательный ответ. В 8 часов 31 минуту авиадиспетчер вновь дал разрешение рейсу 1308 снижаться до высоты 8250 метров, на что на сей раз пилоты доложили о нахождении на высоте 10 050 метров и начале снижения. Также авиадиспетчер уточнил, что разрешение снижаться до высоты 5800 метров будет дано после пролета острова Эльба. Затем речевой самописец зафиксировал звук включения сигнала «Застегнуть ремни», а командир дал указание второму пилоту рассчитать параметры посадки. Далее в кабину пришла бортпроводница и попросила снизить температуру в салоне, что второй пилот и выполнил. В 8 часов 33 минуты авиадиспетчер дал разрешение снижаться до высоты 5800 метров. После перепроверки расчетов командир и второй пилот на основании уточненных массы и давления определили параметры подхода к аэропорту назначения. В этот момент вмешался детский голос, который спросил, когда же самолет будет спускаться. Как впоследствии удалось установить, это был сын второго пилота, пришедший в кабину из салона и занявший место пилота-наблюдателя. В 8 часов 35 минут экипаж перешел под управление авиадиспетчера в Марселе и вышел с ним на связь, сообщив о проходе высоты 6400 метров и снижении до высоты 5800 метров по направлению на Аячо, после чего запросил разрешение на дальнейшее снижение. В ответ авиадиспетчер дал им указание сохранять высоту и довернуть на транспондер 5200, так как прямой маршрут до Аячо заходил на закрытую воздушную зону, а данный маневр позволял ее обойти. В 8 часов 40 минут пилоты рейса 1308 доложили о нахождении на высоте 5800 метров и в 80 километрах от Аячо и вновь запросили разрешение на снижение.
на что авиадиспетчер разрешил им снижаться до высоты 3350 метров. Давая разрешение на снижение, авиадиспетчер использовал нестандартную формулировку, на что потом при переговорах в кабине командир обратил внимание второго пилота. Затем экипаж начал изучать схему захода на посадку по курсоглиссадной системе на взлетно-посадочную полосу номер 3. При этом в процессе предпосадочной подготовки дважды вмешивался сын второго пилота, который говорил, что видит горы. В 8 часов 43 минуты командир доложил о занятии высоты 3350 метров на удалении 45 километров и следованию на вор-маяк Аячо. Далее командир перешел на связь с авиадиспетчером подхода Аячо, который сообщил, что заход на посадку будет осуществляться на взлетно-посадочную полосу 21. В 8 часов 49 минут командир сообщил диспетчеру подхода: только что вор-маяк Аячо пройден на высоте 3350 метров, мы в зоне ожидания. На что диспетчер подхода Аячо ответил: сообщите, что Альфа Джульетта Оскар покидает радиал 247 для окончательного захода на посадку. Командир ответил: хорошо, сэр, мы как раз над вор-маяком Аячо и запрашиваем дальнейшее снижение. Это положило начало цепочке недоразумений между диспетчером подхода и экипажем. Поскольку диспетчер, похоже, полагал, что рейс 1308 пропустит схему ожидания и перейдет к прямому заходу на посадку по радиалу 247 от вор-маяка. С другой стороны, командир, который никогда ранее не летал в Аячо, вошел в зону ожидания. Полагая, что рейс 1308 летел по радиалу 247 в направлении вор-маяка Аячо, диспетчер связался с рейсом и дал указание снижаться до высоты 900 метров. Критической проблемой был тот факт, что рейс 1308 находился не на 247-м радиале от вор-маяка, как полагал диспетчер подхода, а в зоне ожидания вор-маяка, с минимально допустимой высотой 900 метров. В 8 часов 50 минут командир сообщает диспетчеру подхода: мы держим Аячо по радиалу 247. Использование расплывчатого термина «радиал 247» укрепило уверенность диспетчера подхода в том, что рейс 1308 пропускает схему ожидания и продолжает прямой заход на посадку. В 8 часов 52 минуты экипаж доложил о прохождении высоты 1800 метров, на что авиадиспетчер дал указание экипажу довернуть влево для захода на последний этап посадки, полагая, что рейс находится над морем и подлетает к аэропорту. Но экипаж не подтвердил получение информации, а через минуту в диспетчерской на частоте подхода раздался свист, длившийся 4 секунды. На дальнейшие вызовы экипаж рейса 1308 не отвечал. Начиная с 8 часов 52 минут, бортовые самописцы зафиксировали пролет самолета над пиками гор на высоте 800 метров, а также начали появляться все усиливающие турбулентные потоки. Далее раздался сигнал GPWS об опасном сближении с Землей, который длился 13 секунд, и 4 раза прозвучало голосовое предупреждение о наборе высоты. Экипаж начал увеличивать режим работы двигателей и постепенно переводить авиалайнер на набор высоты, но делал это довольно медленно. Затем на высоте 1365 метров рейс 1308 левой плоскостью крыла врезался в гору Сан-Пьетро близ вершины. От удара левая плоскость крыла наполовину оторвалась, после чего потерявший управление лайнер, вращаясь влево вокруг продольной оси, устремился вниз и через 7 секунд на высоте около 700 метров врезался в среднюю скалу и полностью разрушился. После потери связи с рейсом 1308 в 9 часов утра были начаты его поиски. При этом авиадиспетчер ошибочно считал, что лайнер рухнул в море. Наконец, в 12 часов 40 минут на вершине горы Сан-Пьетро в 15 километрах от побережья и в 24 километрах от аэропорта были обнаружены обломки левого крыла, а на следующий день спасатели вышли к месту катастрофы, где не обнаружили ни одного выжившего. Все 180 человек на борту самолета погибли.
Катастрофа рейса 1308 стала первой в истории самолетов McDonnell Douglas MD-80 и остается крупнейшей в истории всего семейства McDonnell Douglas. Также она стала крупнейшей авиакатастрофой на территории Корсики. Расследование причин катастрофы рейса 1308 проводило французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Последующее расследование катастрофы показало, что диспетчер подхода ошибочно полагал, что рейс 1308 вышел из зоны ожидания и находится над морем, выполняя подход к аэропорту, в то время как на самом деле самолет находился в 15 километрах вглубь суши, над гористой местностью Корсики. Экипаж явно был удивленный приказом о снижении. Несколько раз повторял, что они все еще находятся в зоне ожидания, что подтверждают записи бортовых самописцев. Принятое экипажем решение выполнять снижение привело к тому, что самолет оказался в облаках ниже безопасной высоты полета и столкнулся с горой. Экипаж не был знаком с аэропортом и его окрестностями, так как это был первый рейс авиакомпании Айнекс на Корсику. Расследование установило, что немалую роль в происшествии сыграла неточная речь экипажа MD-81 с авиадиспетчером. На момент аварии в аэропорту Аячо не было радиолокационных систем. Смотрите также. 31 июля 1973 года авиалайнер McDonnell Douglas DC-9 авиакомпании Delta Airlines выполнял внутренний рейс 723 по маршруту Берлингтон-Манчестер-Бостон. Но при заходе на посадку в пункте назначения в условиях тумана самолет уклонился чуть выше глиссады и снизился ниже допустимой высоты, врезался в дамбу у южной границы аэропорта Бостона и полностью разрушился.